Миллионер всегда любил эпатаж. Он богат, влиятелен и обожает внимание толпы. В один солнечный день он стоял на городской площади, окруженный смеющимися прохожими, и с ехидной улыбкой наблюдал за бродягой, который подошел к подарку — старой, изможденной лошади. «Держи, друг!» — громко сказал миллионер, показывая на коня. «Думаю, тебе понравится, особенно как она добавит веселья в твою жизнь». Толпа расхохоталась, предвкушая сцену. Бедняк будет пытаться ухаживать за старым, почти умирающим животным. Бродяга же лишь кивнул, не произнося ни слова. Он взял лошадь и тихо повел ее в свой старый дом, где стояла заброшенная конюшня. Каждый день бродяга ухаживал за конем. Он чистил его, кормил травой и зерном, который собирал сам, следил за здоровьем животного и разговаривал с ним, словно с другом. Лошадь постепенно оживала. Ее глаза начали блестеть, а слабые ноги становились крепче. Соседи иногда подшучивали. «Что ты с этим старым конем делаешь? Она ведь умирающая». Но мужчина лишь улыбался и продолжал заботиться о животном. Прошло 5 месяцев. Лошадь стала почти неузнаваемой. Сильные, грациозные мускулы, блестящая шерсть, гордая осанка. Бродяга, глядя на нее, улыбался сквозь слезы радости. Он понимал, что это больше, чем просто лошадь. Это его друг, которого он спас и полюбил всем сердцем. Однажды он услышал о местных скачках и решил рискнуть — записать лошадь на соревнования. В день гонки толпа уже готовилась смеяться. Когда бродяга привел старую больную лошадь, люди хихикали, шептались и не могли сдержать улыбок. Но как только прозвучал выстрел, лошадь взорвалась скоростью, о которой никто не мог и мечтать. Она мчалась вперед, словно ветер, и пересекла финишную черту первой, с огромным отрывом от всех соперников. Толпа замерла в шоке. Миллионер, наблюдавший за этим с трибуны, чуть не упал со своего кресла. Та умирающая лошадь, над которой он смеялся, стала чемпионом. Он кусал локти, его смех остался где-то в прошлом, смешавшись с удивлением и досадой. Бродяга стоял рядом с лошадью, гладя ее шею, и тихо улыбался. Теперь он знал, забота и вера способны творить чудеса, а смех над чужой бедой иногда оборачивается самым неожиданным уроком. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.